Недавно ученые опубликовали данные, согласно которым инсульт занимает второе место среди тяжелых заболеваний, приводящих к летальному исходу. Такое состояние происходит из-за частичного или полного закупоривания кровеносных сосудов. Засорение сосудов чаще всего происходит из-за неправильного питания. Какие же продукты нужно исключить из рациона, чтобы не попасть в группу риска? Первое. Фастфуд. Убрать фастфуд из своего рациона рекомендуется всем без исключения, так как такая еда не несет в себе ничего, кроме вреда. А уж тем, у кого есть заболевания желудка, проблемы с избыточным весом или давлением, такая пища и вовсе противопоказана. Практически вся еда в ресторанах быстрого питания готовится во фритюре, а это означает огромное количество трансжиров. В результате эти трансжиры попадают в наш организм, и начинается активный процесс отложения лишних килограммов и закупоривания сосудов. Также в сетевых заведениях очень часто используют огромное количество вкусовых добавок. Второе. Сахар. Конечно, сахар и некоторые сладкие изделия просто необходимы нашему организму для нормальной работы. Содержащиеся в нем углеводы преобразуются в глюкозу, которая участвует в процессе выделения энергии. Однако употреблять сладкие продукты стоит только в первой половине дня и в небольших количествах, иначе организм получит больше вреда, чем пользы. Неиспользованная на протяжении дня глюкоза преобразуется в жир. Он начинает скапливаться в подкожной жировой ткани и засоряет кровеносные сосуды. Кроме того, чрезмерный объем сахара в крови провоцирует образование микроповреждений внутренних стенок сосудов. Третье. Газированные напитки. Дело в том, что газированные напитки содержат огромное количество подсластителей и натриевых соединений, которые при большой концентрации превращаются в липиды. Всего один стакан сладкой газировки способен покрыть суточную норму сахара, что чревато образованием лишних килограммов. Также регулярное употребление таких напитков может нарушить обменные процессы в организме, что в долгосрочной перспективе приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это происходит из-за того, что полученный сахар моментально впитывается и провоцирует мощный выброс инсулина. Частое повторение вызывает риск развития сахарного диабета второго типа, а люди именно с этим заболеванием находятся в группе риска возникновения инсульта. Но важно заметить, что это касается только сладких газированных напитков. Обычная газированная вода не несет в себе такого вреда для организма, поэтому ее употребление можно не ограничивать. Четвертое. Мясные полуфабрикаты. Чтобы избежать возможных осложнений, также следует исключить из рациона вредные продукты, которые засоряют сосуды. К таким продуктам относятся колбасы, сосиски, куриная кожа и в целом все переработанные мясные продукты, так как в них содержится огромное количество холестерина. Если употреблять их слишком много, они могут привести к инсульту и инфаркту в долгосрочной перспективе. Содержащиеся в колбасе жиры достаточно быстро засоряют кровеносные сосуды, в результате чего растет риск развития заболеваний сердца, ведь кровь с огромным трудом проходит по узким засоренным сосудам. Кроме того, магазинные мясные деликатесы в большинстве своем содержат канцерогенные вещества, провоцирующие развитие раковых заболеваний. В целом лучше свести к минимуму употребление различных видов копченостей, сосисок и колбас. Альтернативой ненатуральным колбасам может стать буженина или карбонат. Лучше отдавать предпочтение натуральным мясе и рыбе, готовить их самостоятельно. Также при варке, например, куриного бульона рекомендуется предварительно очистить птицу от шкуры, это избавит бульон от лишнего жира. Магазинные соусы. На сегодняшний день в супермаркетах представлен огромный выбор различных соусов для всех видов блюд. Несомненно, такие добавки делают вкус продуктов гораздо интереснее, но, к сожалению, само блюдо становится только вреднее. При изготовлении таких соусов применяется целый ряд консервантов и канцерогенов, которые оказывают негативное влияние на работу всей сердечно-сосудистой системы. Самыми популярными добавками на таких производствах становятся трансжиры, пальмовое масло и обработанное растительное масло. При чрезмерном употреблении таких продуктов в нашем организме начинают откладываться липидные соединения, которые в основном оседают на стенках сосудов. Таким образом, увеличивается вероятность образования атеросклеротических бляшек в сосудах головного мозга.
Если хотя бы одна такая бляшка оторвется от стенки сосуда, она закупорит его, что неминуемо приведет к инсульту. Также в магазинных соусах отсутствуют какие-либо полезные ферменты, так как на производстве продукты подвергаются слишком долгой термической обработке. Это делается для увеличения срока годности готового продукта. Такие соусы лучше всего заменить домашними аналогами. Сейчас в интернете масса рецептов для их приготовления. Только они, в отличие от магазинных, принесут организму пользу. Алкоголь. Спиртные напитки очень часто становятся причиной возникновения инсульта или инфаркта. Тут, конечно, играет огромную роль фактор восприимчивости алкоголя организмом. У одних на протяжении долгого времени не проявляется никаких осложнений, а у других через относительно короткий промежуток времени развивается поражение нервной и сосудистой системы, психики и других внутренних органов. Алкоголь не воздействует напрямую на сердечно-сосудистую систему. Он поражает организм более сложным путем. В первую очередь происходит изменение мелких сосудов, нарушается их проходимость. После этого начинают развиваться проблемы с кровообращением в мозгу, кровь начинает застаиваться, вследствие чего возникает огромный риск тромбообразования. Именно поэтому очень важно ограничивать количество выпиваемого алкоголя, так как из-за него могут произойти необратимые процессы для организма. А какие же еще факторы влияют на риск возникновения инсульта и инфаркта? Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что организм не тратит выработанную энергию, а она в свою очередь превращается в лишние килограммы. Такая ситуация в долгосрочной перспективе может привести к ожирению, которое повышает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Бессонница способна нарушить работу всего организма, и сердца в том числе. Проведенные исследования установили, что недостаточный сон приводит к развитию атеросклероза. При ненормированном графике сна в наших кровеносных сосудах жировые бляшки образуются активнее, чем когда мы высыпаемся. А такая ситуация приводит к нарушению кровотока и, соответственно, возможно развитию более серьезных проблем. Перейдя на наш канал, вы сможете узнать, как избежать проблем с бессонницей и начать высыпаться. Очень часто инсульт происходит по причине закупоривания сосудов или из-за образования холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. Специалисты в области кардиологии утверждают, что избавиться от уже образовавшихся холестериновых бляшек не так уж просто. При обращении к врачу чаще всего назначают различные препараты, но такие средства, как правило, не уничтожают холестериновые отложения, а уплотняют их, тем самым увеличивая просвет сосуда. Именно поэтому такой проблемой стоит заниматься, как только наступает риск образования холестериновых бляшек. А также в течение всей своей жизни очень важно заниматься профилактикой этой проблемы. Чтобы избежать риска закупоривания сосудов, нужно будет соблюдать определенную диету, а также полностью отказаться от употребления алкоголя и курения. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Переходите на наш канал, чтобы узнать еще больше о продуктах для своего здоровья. Всем до новых встреч!